Вот если разворачивать, это вот будет метра 3,5. На спину, так вот, крест-накрест. И вот в этом положении лезть. Лестница тесная, поэтому там трудно будет забираться. Древко собирается вот конусом Морзе. Вот это нижняя часть, это средняя часть. Вот таким образом. Только ударом. И все, чтобы быстро было все сделано. И несем вот эти трубы еще, тоже за спиной. Также. Поднимаемся в белых костюмах, вот в этих белых кепчиках и в перчатках. Надо же, когда-то худой был. 42 года это. На ноги одеваем кеды. Лучше обуви нет для лестницы. Вот эти вот голубые кеды нам достались каким-то случайным образом. То ли контейнер в спортбассейне, то ли еще откуда-то. И вот эти кеды хотели выбросить как обувь непригодную, но осталась она у нас. И мы ее носили. Из средств защиты мы носили еще галстук. Это когда в очень высокие поля на зону М, например, выходили. Там более 6, более 5 тысяч рентген в час. Мощность экспозиционной дозы достигала. Вот тогда мы надевали еще на средостению такой галстук. Галстук был из свинца. И подвешивался он вот здесь вот, на шее, прямо отсюда. Потому что средостения, пятикратный обмен крови здесь происходит. И средостения является наиболее уязвимым местом для воздействия радиации. Особенно для худых. А знамя символ, конечно. Символ чего-то законченной работы. Саша, Конец работы основной только. Сашенька, ну ты упрощаешь, но в силу своей скромности. Ну почему упрощаю? Я не Саша, упрощаю. ты упрощаешь в силу своей скромности, но я думаю, что знамя это вот второй Рейхстаг. Да ну бросьте вы. Что вы сравниваете Рейхстаг с этим? Не, ну, Правильное название Нет. это первый реактор. Ой, не надо громких этих слов. Не, Чё ну не ты, надо, Игорь? просто... Ну бросьте вы, Саша. Рейхстаг. Какой это Рейхстаг? Саш, ну горе-то у русского Горе-то народа одно, какое, блядь. но это же результат просто ликвидации нашей бесхозяйственности, разболтанности. Ну, Какой же какая Рейхстаг? разница? Ну нет, ну понятия-то должны быть определенные. Никто не знал до сих пор о том, что означает первый этап дезактивации. Ведь знамя было поставлено в момент пуска первого блока, включения его в сеть, и вследствие того, что был завершен первый этап дезактивации. А первый этап дезактивации предусматривал предотвращение уноса ветрового в сторону Киева. Это могло случиться, если бы изменилось направление ветра. Но направление ветра благоприятное было в то время. И ветер гулял то на запад, то на север, и никак не на юг. А в случае, если бы этот ветер повернул на юг, то в этом случае бы пришлось бы эвакуировать большие города, в том числе и Вышгород, и Киев. Поскольку с крыш выносилось до 10 кюри активности. Все равно это символ преодоления себя, Конечно. страха и прочего. От этого нельзя отказываться, потому что в любом случае. Нет, Да. но это все равно не то значение. С Рейхстагом нельзя сравнивать Нет, ну, эти вещи. Саша, я, конечно, грубо, но говорю, вот Рейхстаг, но это, олицетворение для людей, для русских, людей. Это будет понятно, что уже все. Я и домой приеду ради сына, скажу ему, что я вот последнее, что сделал, залез на трубу со знаменем и поставил его. Да. Конечно, надо сделать. А больше? Ну а что еще может быть завершающим? Только это. Поставим точку. А это мы бежим. Если обратили внимание, то мы все трое одеты в кеды. Вот обратите внимание.
Это для того, чтобы нам легче было перемещаться. И мы, в принципе, никогда, выполняя тяжелую работу, мы никогда не брали ботинки или сапоги для выполнения этой работы. Никогда. Все время обувались в кеды. Кеды позволяли нам быстро перемещаться и обеспечивали достаточную защиту при этом. Но мы в основном-то перемещались бегом. Это вот редкий случай, когда на кровле зоны К стоит народ. А вот в белом костюме это в вертолете сидит Игорь Костин. Это вот Дмитров Геннадий Дмитриевич. Это генерал Тараканов. Это Лавренко Витя. И он, очевидно, вот принял видеокамеру, в которой велась съемка. Да, от Бардакова. А вот это вот, по-моему, курил Швыдько. Вот. Почему Швыдько и показывает пропуск и автограф. Вот моя роспись. От побывавшего на трубе на пропуске на Чернобыльскую АЭС. Я написал и расписался. Ой, давай ты моя симпатия. Спасибо тебе. Молодец.